Всем привет, мои дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим восхитительные осенние капкейки, тыквенные с тыквенным кремом. Изюминкой этих капкейков является начинка из груши и крем с добавлением белого шоколада. Если вы также хотите приготовить замечательные капкейки, добро пожаловать ко мне на кухню. Приготовлю грушевую начинку для капкейков. Для этого возьму сладкие, но плотные грушки и порежу на мелкие кубики. Мне понадобится 260 граммов груши, нарезанной кубиками. Добавляю груши столовую ложку сливочного масла. Высыпаю 25 граммов сахара или по вкусу, зависит от сладости груши. Щепотку мускатного ореха и 15 граммов коньяка. И отправлю на огонь. Потомлю грушки на огне до тех пор, пока они будут все еще держать хорошо форму, но станут достаточно мягкими. Когда груши станут достаточно мягкие, возьмем чайную ложку крахмала с горкой, добавим холодную воду около 1 столовой ложечки, тщательно перемешаем и введем в груши. Подержим на огне еще около 1 минуты, чтобы крахмал заварился, и снимем с огня. Кстати, если ваши груши очень сладкие, можно в начале приготовления добавить еще столовую ложку лимонного сока к грушам, тогда начинка получится более гармоничной по вкусу. Снимаю с огня. 3 яйца общим весом 150 граммов, яйца у меня без скорлупы, соединяю с солью 3 чайной ложки и сахаром 170 граммов. И взбиваем на высокой скорости миксером до пышности и посветления, около 5 минут. Яйца хорошо взбиты. Добавляю к яйцам 30 граммов мягкого сливочного масла, 50 граммов растительного масла, у меня это кукурузное масло, цедру 1 апельсина, перемешаем недолго, сыплю щепотку мускатного орешка и 170 граммов тыквенного пюре, у меня это приготовленное самостоятельно тыквенное пюре из запеченной тыквы. Я тыкву запекала до мягкости, после чего измельчила с помощью блендера. И затем пюре отвесила несколько часов на сите, чтобы с него стекла лишняя жидкость. Так что пюре достаточно густое. Как приготовить пюре из тыквы, есть видеорецепт у меня на канале, ссылка будет в описании под видео. Перемешаю. После чего всыпаю муку, в которую я добавлю 2 чайные ложки разрыхлителя для теста, 10 граммов. Перемешаю с помощью миксера до объединения. Муки мне понадобилось 220 граммов. Отправляю тесто в формочку для капкейков. Заполняем капсулу для капкейков не более чем на 2/3, потому что в духовке кексики хорошо подрастут. И отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Вынимаем готовые кексы из духовки. У меня они выпекались 25 минут, вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Все будет зависеть от особенностей вашей духовки. Палочка, вставленная в центр кекса, должна выходить сухая. У меня на каждую капсулу ушло по 50 граммов теста. Тогда они получаются такие вот ровненькие, идеальные. Готовлю заварной тыквенный крем для шапочек, для капкейков. Для этого мне понадобится 220 граммов сметаны любой жирности, 130 граммов тыквенного пюре, 1 яйцо, 100 граммов сахара и 40 граммов обычной пшеничной муки. Все тщательно соединю с помощью венчика в однородную массу без комочков.
Отправляю массу на огонь и проварю до загустения. Когда пошли первые бульки, я проварила крем, интенсивно перемешивая, еще 30 секунд, после чего добавлю 30 граммов белого шоколада. Для более интенсивного цвета добавлю немножечко куркумы, а для аромата добавлю щепотку корицы. Вот такая замечательная заварная основа у нас получилась. Можно остудить ее на водяной бане, можно перелить в широкую емкость, накрыть пленкой в контакт и остудить до комнатной температуры. Крем ни в коем случае во время уваривания не должен подгореть, иначе у него появится неприятный привкус. Видите, совершенно чистое дно. У меня получилось 15 капкейков. У остывших капкейков вырезаем серединку. Это можно сделать с помощью вот такого специального приспособления. Можно для приспособления, которое предназначено для удаления серединки яблочка. А также можно просто воспользоваться ножом. Или же насадкой для крема можно удалять сердцевинку. И наполняем капкейки подготовленной грушевой начинкой. Заварная основа остыла. Приготовим крем. Возьмем масло комнатной температуры. Масло у меня жирностью 80%. Можно брать 82,5%, 180 граммов. Удобно взбивать с высокой емкости. Взбиваем масло до посветления и пышности. Масло посветлело и слегка увеличилось в объеме. В высокой емкости на это уйдет около 2-3 минут. Заварную основу перемешаю, чтобы она стала одинаковой температуры по всей поверхности. В центре иногда она бывает теплее, а по бокам холоднее. И добавлю заварную основу частями во взбитое масло. Так, слегка перемешаю с дна, потому что на дне там может быть неразмешанное масло. Все, крем готов. Помещаем его в кондитерский мешок. Можно слегка охладить его и можно отсаживать шапочки на капкейки. Я решила сделать крем чуть более ярким и добавить капельку желтого пищевого красителя. Если вы категорически против пищевого красителя, можете, конечно же, не добавлять. Крем и так достаточно красивый, получается, и нежный. Крем слегка охладился, можно приступать к украшению капкейков. Посыплю золотой посыпкой немножко свои капкейки и отправлю в холодильник, чтобы шапочки хорошо зафиксировались, охладились. Слегка посыплю корицей крем, чтобы придать текстурности капкейкам и дополнительный аромат.